В любой технике нужны тренировки. Волосочек – одна из самых трудных техник. Легко-легко прорисован каждый волосочек. Иголочку в основном используют самые тоненькие. Европейская раскладка самая распространенная. В местах сплетения волосков делаем более насыщенные узелки. Я советую каждый день сидеть и упражняться на коврике. Привет, меня зовут Дмитрий Лысенко, мы на канале Hanafi Color Pigments. Сегодня мы будем делать брови волосковой техники. Дмитрий Лысенко – мастер перманентного макияжа со стажем работы 15 лет. Регулярно совершенствует свои навыки и старается привнести что-то новое в каждую работу. Сейчас его основной работой стало освоение волосковой техники бровей. Дмитрий любит, когда от него уходят, преобразившись. Обожает принимать участие в чемпионатах. На одном из них Интерперманент завоевал призовое место. Следующая большая цель – открыть свою обучающую студию в Москве. Мы заранее подготовили, собрали машинку, подготовили краски, нарисовали эскиз нашей очаровательной модели, рисовали форму ручкой гелевой, волосок рисовали черной гелевой ручкой. Можно также использовать самозатачивающийся карандаш, кому как удобно. Сейчас будем приступать к работе нанесения основного эскиза, скелета так называемого. После небольшая аппликационная анестезия, и будем уже работать в основном сосредоточенно на других волосках добавочных. Сегодня мы делаем волосковую технику. Форму мы выбрали европейскую. Раскладочку. Будем работать двумя оттеночками. Hanafi номер 1. И я взял номер 4 для более плотненьких в некоторых местах. Буду смешивать и накладывать для объема, чтобы было красивенько у нас. В конце, надеюсь, вы увидите, как это будет естественно. Сейчас мы накладываем анестетик для того, чтобы кожица чуть-чуть поддубилась, на нее будет легче красочка ложиться, ну и проявится целиком наш эскиз. Аккуратненько делаем волосочек, так как мы проходим первый раз, еще не знаем, как кожица будет реагировать. Чтобы не заглубиться, аккуратненько нужно. Мы родиночку проходим, нужно аккуратненько вообще. Вообще у возрастных людей кожица тоненькая и податливая, а тут наоборот. Поменял несколько иголок, машинки, думал, все из-за чего. А нет, просто оказалась вот такая, прям-таки дубовенькая. На вторую бровку положили анестетик. Сейчас продолжаем работать с первой бровкой. Первая бровка уже обезболилась, и продолжаем наносить красочку легкими движениями, ненавязчиво. И по чуть-чуть придаем яркости бровкам каждой волосинки. Волоски я давным-давно хотел научиться рисовать, и примерно лет 10 назад, 15. Ну, это, конечно, не волоски были, пародия на волоски, но все равно делали, похожие на упавшие заборчики. Сейчас, конечно, все очень круто смотрится, естественно. Я 1,5 года назад решил для себя научиться делать волосок. И вот примерно 1,5-2 года я учился делать. Спасибо некоторым мастерам, мне помогли, признателен им за помощь в этом. Волосочек – одна из самых трудных техник, очень таких сосредоточенных, требующих очень тонкого художественного навыка. Я не придерживаюсь одной какой-то там определенной схеме. Я в основном подбираю под человека. Смотрю, и уже в ходе работы я могу что-то даже менять. Всегда можно добавить какой-то свой волосочек. Все индивидуально у каждого человека. Иголочку для волосковой техники в основном используют самые тоненькие, 0,25 или 0,20. Мы сегодня работаем 0,20 иголочкой. Волосок просто требует очень-очень тоненьких линий, аккуратных. Поэтому мы выбрали самую тоненькую иголочку. И удобно очень работать
иголочкой, чтобы окошко было к себе. У нее здесь небольшой упорчик есть. Иголочка работает более четче. Иногда ее можно даже поджимать к уголку, и тогда будет более четче еще работать. У тебя нет вибрации такой ощущимой в иголочке. Очень тоненько, легко-легко прорисован каждый волосочек. Верхние волосочки должны вообще еле-еле-еле выглядывать, практически, чтобы даже незаметно. Бровки заживают в течение 3-4 дней. Уход за ними не очень хитрый. Обрабатывать нужно хлоргексидинчиком, просто протирать. Каждый волосочек мы аккуратненько заново проходимся и смотрим на интенсивность прокраса, чтобы сильно не перетемнить. А лучше еще один разочек пройтись по волосочку аккуратненько. Тогда после заживления волосочек будет смотреться очень-очень натурально и не броским. Мы работаем сейчас с двумя цветами, номер 1 и номер 4. Сначала проходим с номер 1, потом будем номер 4. В некоторых местах наполовиночку волосочек прокрашиваем, где естественное сплетение волосков всегда гуще. Сейчас мы делаем вторичные волосочки. Второй круг волосков. Между основными волосочками мы рисуем еще волоски, которые отходят от основных больших волосочков. В дальнейшем мы будем еще наносить и третий круг волосков, так называемые пушковые волосочки. Сейчас немного нанесем уже пушковые волосочки, будем наносить несколько, посмотрим, как будет смотреться, и будем обезболивать. Пушковые волосочки самые-самые легенькие, наносятся они как бы полупрозрачные. Сейчас приступаем ко второй бровке. Начинаем точно так же по нашей разметочке нанесенной. Будем пробивать по второму кругу, по третьему, делать более ярче, где нужно, и будем добавлять вторичные волосочки. Вообще я не часто ездил на чемпионаты по перманентному макияжу, только несколько раз. В этом году буду третий. Ну, это очень круто. Вообще знакомишься с кучей людей, очень хороших. Мне очень понравилось. Прошлые, позапрошлые разы чемпионаты. Все очень добродушные, отзывчивые. Многие подсказывают что-то. Все без вопросов делятся своими знаниями. Я особо никогда не готовился вот даже к чемпионатам. В прошлом году на 2 был, ни разу не готовился. Просто пришел, поучаствовал, ну и победил. На чемпионатах в основном участвовал, вот, мне нравится зимой. Много людей приезжает, развлечься, отдохнуть, поработать. Ну, это такое как бы прикольное место. Я в прошлом году на Интерперманенте участвовал и по-быстренькому отучаствовал. И мне нужно было срочно уезжать. И девочки мне позвонили такие: а ты где? Я говорю, уехал, срочно нужно было. Они такие: а мы тебя ищем, нужно награждать тебя было, ты уехал. Очень жаль, что пропустил награждение, мероприятие такое. Сейчас на второй бровке начали рисовать вторичные волосочки. Пока легко их набрасываю, будем еще несколько раз по ним проходиться чуть-чуть позже. Сейчас мы проходим еще раз. Некоторые волосочки добавляем насыщенность в некоторых местах, в которых именно проходят более густые волосочки. Рисуем сразу и вторичные волосочки, и пушковые добавляем в некоторых местах, где нужно. В местах сплетения волосков делаем более насыщенные узелки. Новым мастерам по волосковой технике я советую каждый день сидеть и упражняться на коврике. Много-много раз. В любой технике нужны тренировки. Что по губам, что по бровям. У меня много друзей, просто хочу тоже научиться делать брови или губы. Некоторые татуировки просят научить. Когда начинаешь их обучать, не все так просто оказывается. Ну, они сами это понимают. Я пытаюсь сначала донести до человека, что нужно большое желание, а не просто так, что ты захотел, я попробую научить. Что там вроде бы кажется, да, ну сиди, рисуй, все. Здесь очень-очень много нужно терпения, желания большого, усидчивости, внимания, внимательности, сосредоточенности на каждой работе. Как я говорю, электрик должен заниматься электрикой, стоматолог – стоматологией, а мы занимаемся тем, что нам нравится. По раскладкам очень легко разобраться. У азиатов в основном волосочки вниз расположены. У нас они растут
вверх. Редко у кого евроазиатская схема подходит, красиво смотрится. Ну, у нас, европейцев, они все одинаково растут. По-другому, в принципе, не бывает. Но есть исключения, опять же. Европейская раскладка самая распространенная. Эту бровку уже заканчиваем. Машинку для волосковой техники я использую Solterra Cheyenne. Очень удобная машинка, резкая, хлесткая. Она оставляет всегда четкие, ровные линии. Мы закончили делать волосковую технику. Получились вот такие шикарные бровки, на мой взгляд. Посмотрим на раскладочку, как вышло. Просто шикарно. Легенько, воздушно. И на этой бровке. Просто круто тень. Вот такие шикарные бровки у нас получились. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если остались вопросы, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока!